Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам не сказку, а настоящую историю. Почему я говорю настоящую? Потому что кто-то говорит, это неправда, это фольклор, но другие говорят, что так и было. А именно я расскажу вам историю о княгине Ольге. У нас была такая княгиня в X веке в Древней Руси, и она отомстила за ее мужа. И как она это сделала, вы узнаете сейчас. Вы готовы? Поехали! Итак, кто такая княгиня Ольга? Надо сначала узнать, кто был ее муж. Ее мужем был князь Олег. Князь Олег однажды отправился на охоту. И когда он охотился, там была река. И ему нужно было переплыть через эту реку. Тогда он нашел лодочника, он сел в лодку, и этот лодочник, начал его перевозить. И потом он увидел, что этот лодочник был красивой девушкой. И этой девушкой была Ольга. И тогда наш князь Олег начал к ней приставать. Он начал говорить ей разные классные слова. «Эй, детка, ты хочешь поиграть со мной?» А она ему сказала: «Зачем смущаешь меня, княже, нескромными словами? Пусть я и молода, и незнатна, и одна здесь, но знай, лучше мне броситься в реку, чем быть поруганной». После этого князь Игорь перестал к ней приставать, но он ее запомнил. Она ему очень сильно понравилась. И через какое-то время, когда князю Игорю пришло время найти себе новую жену, то он отправил его помощника Олега, чтобы он нашел Ольгу, и никого другого он больше не хотел брать в жены. И вот женился Игорь на Ольге, и родился у них сын Святослав. Однажды Игорь поехал собирать дань. Дань — это значит собирать какие-то важные товары от других племен, которые они ему дают для того, чтобы он их защищал. Да? Ну, так делают раньше. Сейчас у нас налоги берет государство, а раньше они брали дань. Так вот, он поехал брать дань с древлян. Это было такое племя славянское, древляне. И когда он приехал собирать с них дань, то он попросил дань, они ему дали дань, и после этого он с его войском поехал обратно назад в Киев. Однако его солдаты, его воины, сказали, что, знаешь, Игорь, вот почему-то другие берут намного больше дани, да? А ты взял такую маленькую дань, а мы голодные, без хорошей одежды, и вот с этой маленькой данью, что нам делать? И тогда Игорь подумал и говорит: хорошо, пойдемте еще раз к древлянам и попросим больше дани. А когда он вернулся к древлянам, древляне подумали: слушай, Игорь, да ты ведь совсем офигел. И тогда они взяли его людей, взяли Игоря, они убили его людей, а Игоря они привязали к двум соснам, к двум деревьям, и они согнули эти сосны, и потом они их отпустили. И, конечно, Игорь умер. После этого они отправили своих послов. Да, послы — это люди, которые представляют какого-то государя, какого-то князя, то есть посол. Вот. Они отправили послов в Киев, и они сказали: вот, случилась такая ситуация, мы убили вашего князя, да, ну давайте не будем воевать, будем жить дружно. И князь Мал, это князь древлян, он предложил Ольге стать его женой.
И Ольга притворилась, будто бы она согласна стать его женой. И она сказала тогда Малу: «Хорошо, без проблем, я буду вашей женой, и ты будешь править Киевом. Но сначала отправь к нам сват». Да? Сваты — это такие люди, которые приглашают кого-то пожениться. Да? Мы говорим сватья. Так вот, отправь сват, чтобы, когда они приехали ко мне, то мои люди знали, что они их новые начальники, их новые боссы. И скажи своим сватам, когда они приедут в Киев, чтобы они сказали так: мы не хотим идти пешком, мы не хотим ехать на лошадях, несите нас на лодках. Вот. И, естественно, когда они приехали, так они и сказали. Тогда их посадили в лодку и понесли на лодке к дому княжны Ольги. А они такие важные, смотрят на всех: ух, какие мы крутые, нас несут на лодке. Но когда они пришли к дому княжны Ольги, то они увидели, что у дома была выкопана очень глубокая яма. И тогда они взяли их на этой лодке и бросили в эту яму. А они сидят в этой глубокой яме и смотрят на Ольгу. И она их спрашивает: ну что, хорошо вам в этой яме? А они говорят: ой, хуже, чем было Игорю. И после этого она приказала ее людям закопать эту яму и закопать их там заживо. Вот. И это была первая месть Ольги. Вот. После этого Ольга отправила ее слуг к древлянам, к князю Малу, и она говорит: ой, ты отправил мне не очень знатных сватов, то есть не очень важных знатов. Отправь кого-нибудь поважнее, может быть, тогда я стану твоей женой. Он думает: ну ладно, отправлю более важных людей, и он отправляет еще более важных людей опять в Киев. Они приезжают, их угощают, у них праздник, вот. И после этого их приглашают в баню, да, попариться, в бане, в сауне, да, русская сауна — это баня. И когда они были в бане, то, конечно же, вы знаете, что случилось. Эту баню они подожгли, да, и поэтому все эти сваты, которые были в бане, они сгорели заживо. Вот, и это была вторая месть Ольги за ее мужа Игоря. После этого Ольга, она собрала ее армию, ее войско и поехала к древлянам в их город. В то время древляне жили в городе, который назывался Искоростень. В настоящее время это город в Украине, который называется Коростень. Вот. И когда они приехали туда, то она сказала, что прежде чем мы будем жениться, я хочу съездить на могилу моего покойного мужа Игоря и сказать ему до свидания, да, проститься с ним. И когда они приехали на могилу по старому славянскому обряду, по старой славянской традиции, они устроили пир, то есть они много ели, пили алкоголя, они пели песни. Вот. И, конечно, она пригласила древлян тоже на этот пир. И когда древляне отдыхали, смеялись, они пили много медовухи, да, это был такой алкогольный напиток. А после этого, когда они были уже пьяные, то Ольга приказала ее людям убить всех этих древлян. И, конечно, когда они пьяные, они не могли хорошо драться, и они все умерли. После этого князь Мал подумал: Ольга, а где все мои люди? Да? Он отправил ей посла и спросил: где мои люди? А она ему сказала: а они с людьми Игоря. Он подумал: с людьми Игоря, ну хорошо. Но он забыл, что он убил людей Игоря. И Ольга имела в виду, что они уже мертвы. Но он этого не понял. И после этого Ольга с ее армией, они вместе едут осаждать
город Искоростень, да, город древлян. И когда они туда приехали, они его сделали осаду, то есть они его окружили, и люди из этого города не могли выйти наружу. Вот, и они думают, что делать, что делать? Ольга говорит, все хорошо, не переживайте. Мы можем снять осаду, если вы заплатите нам дань. Они думают, у нас нет дани, мы уже все отдали. Она говорит, нет проблем, отдайте мне своих птиц. Мне не нужны шубы, драгоценные вещи, просто дайте мне своих птиц. Они обрадовались, какие-то птицы, да их везде много, у каждого дома есть гнездо с птицами. И после этого они отдали ей всех птиц, и когда эти птицы пришли к Ольге, то она приказала привязать к ногам птиц, называется такая вещь, мы говорим пакля. Вот, это очень такая специфичная вещь, которая хорошо горит. Так вот, она приказала привязать паклю к ногам птиц, поджечь ее и отпустить птиц. И тогда птицы полетели назад в город Искоростень. И таким образом весь город сгорел. Вот. И какие-то люди начали выбегать, спасать город, пытаться сражаться с войском Ольги, но было уже поздно. Тогда, когда люди смогли потушить город, какие-то люди остались живые, они преклонили колено перед Ольгой и стали платить ей дань всегда, без перебоев. И да, таким образом Ольга отомстила за ее мужа и укрепила власть Киевской Руси. Вот, друзья, надеюсь, вам понравилась моя сегодняшняя история. Как я сказал, это, возможно, не настоящая история, да, но это настоящие исторические фигуры. То есть Ольга действительно существовала, и был князь Игорь, и были древляне, и она отомстила. Ну, возможно, какие-то вещи я немножко, не я, а историки немножко преувеличили, но я думаю, так только интереснее. И, конечно, друзья, если вы хотите поддержать меня и мою работу, вы знаете, что делать. Вы можете подписаться на мой канал, вы можете поддержать меня на Патреоне, поддержать меня на Ko-fi, или также можете поддержать меня криптой или на PayPal. Вот. Да, это все на сегодня. До скорого, друзья, и пока-пока.